А таких булочек вы точно никогда не ели. Смотрим видео. Вкуснятина. Всех приветствую, друзья, на нашем канале «Найди свой рецепт». Сегодня готовим самые вкусные, сладкие булочки домашние. Будем готовить их с творогом и изюмом. Вот такую вкуснятину мы сегодня с вами приготовим. А для нашего рецепта нам понадобится молоко. Оно у нас теплое, 300 мл. Ванильный сахар, обязательно дрожжи с момента. Я скажу, какое количество нам понадобится. Здесь у нас куркума, чтобы булочки были у нас красивые, симпатичные. Творог, ой, какой же он вкусный, такой жирненький. Мука, сливочное масло, оно у нас размягченное. Пару яиц, одно для творога, другое для теста. Сахар, небольшое количество соли и, конечно же, изюм. Я его хорошо промыла и подсушила. Изначально, мои хорошие, мы должны с вами активировать дрожжи. В теплое молоко я высыпаю пол-пачки дрожжей. Здесь у нас 11 грамм, пол-пачки это будет грамм 6. Высыпала специально всю пачку в чашечку и замерила, сколько там чайных ложек. 4 чайные ложечки, поэтому высыпаю половину, 2 штучки. Сразу же высыпаю сахар, 2 столовые ложки будет достаточно. И добавлю муки, тоже пару столовых ложек, даже с небольшой горкой. Перемешиваю все венчиком, так, чтобы размешать до однородности. Не забудьте, друзья, молоко должно быть температуры тела не выше, иначе дрожжи наши сварятся. Если дома тепло, можно их оставить на столе. Если дома прохладненько, вот благоприятная температура 30-40 градусов, то желательно в теплое место убрать. Я, пожалуй, поставлю в духовку минут на 15. Пока наши дрожжи активируются, мы, друзья, с вами разбиваем яйцо в отдельную миску. К нему добавляю сахар. Вот какое количество добавлять? Конечно, булочки наши будут сдобные, сладкие. Добавлю прямо хорошие 4 ложки сахара, прям с горочкой. Вы добавляете сахар по вкусу. Обязательно ванильный сахар добавлю, чайную ложку. Вот так. Стала добавлять в тесто куркуму. Булочки такие с ней нарядные, солнечные получаются. Чуть меньше половины чайной ложечки добавлю. Вы смотрите, как любите. Обязательно добавлю небольшое количество соли. Соль в тесто нужно добавлять обязательно для вкуса. Перемешиваю. Нам нужно просто, чтобы все наши ингредиенты хорошо перемешались, яйцо не было нитью. И сюда же прям выкладываю размягченное сливочное масло. Здесь у нас 50 грамм. Ой, сдобные булочки, вкусные. С маслицем. Красивая такая основа получилась, желтенькая, нарядная. Дрожжи наши заработали, увеличились в 2 раза. Я довольна, пахнет свежими дрожжами. Выливаю их в общую миску и перемешиваю. Такая шапочка образовалась. Друзья, можете использовать свежие дрожжи. В 3 раза их нужно будет взять, примерно граммов 20. Вот так. Перемешали. И начинаем просеивать муку. Муки я отмерила 500 грамм, но скажу сразу, что понадобится чуть больше. Вы тоже возьмите себе на заметочку. Просеиваем муку обязательно, чтобы выпечка у нас была пышной. Мука будет насыщена кислородом, и тесто у нас будет очень пышным. Часть муки просеяла, перемешаю. Так, чтобы соединились просто сухая и мокрая часть теста. Никакие цели я не преследую, просто перемешиваю. Освобождаю венчик. Как вы видите, тесто у нас не сформировано. В таком виде оно быстрее будет подниматься. Вот сейчас поближе вам покажу, какое оно у нас есть. Очень густое, но в то же время не сформированное. Вот в таком виде я его отправлю в духовку
чтобы оно у нас побыстрее поднялось. Накрою полотенцем. Убираю в духовочку. Духовочка у нас чуть тепленькая, друзья, не в горячую, а нагретую до 30-40 градусов. Поэтому смотрите, чтобы ваше тесто не сварилось. А пока наше тесто поднимается, мы с вами приготовим начинку. Коротко скажу про творог. Он должен быть свежим, вкусным, сочным. Но если он у вас суховат, можно добавить ложечку сметаны. В творог здесь у нас 300 граммов разбиваю одно яйцо. Если берете меньшее количество творога, можно использовать только желток. Добавляю сахар по вкусу. У нас вкус мы не сладкое не кушаем, я добавлю 3 таких хороших ложки с горкой, ну где-то 3-4 ложечки. Также добавлю обязательно ванильный сахар, 1 чайную ложку. Высыпаю 100 граммов изюма. И я сказала, что предварительно вымыла его, очень хорошо замочила, чтобы он у нас такой мягенький был. И перемешиваю. Учтите, что на вкус начинки, на ее сладость влияет очень изюм, потому что он очень сладкий. Поэтому, пожалуйста, учитывайте, если будете тоже с изюмом делать. Перемешиваю и даю нашей начинке просто постоять, чтобы хорошенько растворился сахар. Начинка у нас получилась отличная, не жидкая, не течет, не капает и хорошо будет задерживаться в булочках, то есть не будет у нас вытекать. Замечательная. Тесто у нас великолепно поднялось, но затратили мы чуть больше времени. Посмотрите, какое оно воздушное, мягкое и очень-очень нежное. Я припыляю стол мукой и его выкладываю прямо на стол. Беру горсть муки и присыпаю сверху тесто и начинаю его замешивать. Нам нужно выпустить всю углекислоту, чтобы тесто у нас было таким плотным и держало начинку. Мы его очень должны хорошо вымесить, поэтому время я потрачу на это. Вы тоже, пожалуйста, старайтесь. Как говорится, тесто очень-очень любит руки. Ни в коем случае тесто не должно быть перенасыщено мукой, поэтому следите за это. Если оно у вас подлипает к столу, то чуток можно подсыпать муки, но не перенасыщайте. Вымешиваем. Совсем небольшое количество я добавляю растительного масла, чтобы нам еще подмешать тесто, буквально капельку. И сейчас поближе вам покажу, какое оно у нас мягкое, эластичное. Прелесть. Смотрите, мягкое, хорошо тянется. Такое великолепное, прям то, что нужно. И немножечко еще подмешаю его. Отличное. Начинаем готовить булочки. Значит, я отделяю то количество, которое мне нужно теста, и припыляю стол мукой. Делаю лепешку такой вытянутой овальной формы, чтобы у нас начиночка, все, друзья, вошло. Лепешечка не должна быть маленькой. С одной стороны я делаю такие надрезики, так чтобы наши булочки были красивые, аппетитные. А с другой стороны я выкладываю начинку. Заворачиваю начинку как бы вовнутрь, так чтобы она у нас хорошо держалась. Вот таким способом, конвертиком. И формирую булочку. Вот такую красивую. Снизу обязательно заклеиваю, так как тесто у нас не перебито мукой. Это сделать очень-очень просто. Сейчас покажу вам, как у нас с обратной стороны здесь получилось. Склеилось. Вот в таком виде булочку нашу ставлю на расстойку. Посмотрите, как увеличились наши булочки в размере. Они прям стали огромные. Расстойка очень важный момент, поэтому уделите, пожалуйста, ей внимание.
40 минут у нас стояли булочки, сейчас я их смазываю теплым молоком. Также можно смазать взбитым яйцом, так они будут красивые после выпечки и загорелые. Ставлю обязательно в разогретую духовку, это важный момент, учитывайте его обязательно. Булочки наши выпекались при 170 градусах 20 минут, и 5 минут я еще дала им время постоять в духовке, чтобы они у нас дошли. Смазываю сливочным маслом. Ох, какие ароматные, аппетитные. Сейчас мы, друзья, обязательно с вами попробуем их. Красота! Какие они мягенькие, прелесть! Булочкам мы должны обязательно дать время остыть, постоять, чтобы они у нас настоялись. И сейчас посмотрите, мы с вами обязательно их попробуем. Какие мягенькие, друзья. Посмотрим, как они у нас приготовились, пропеклись. Вот обжарка какая красивая. И, конечно же, я обязательно разламываю, мы смотрим внутри. Мягкие, с творогом, с изюмом, домашние, прям вкуснейшие, очень-очень мягенькие, прям тесто великолепное, воздушное. Я пробую. Настоящий восторг. Подойдут и с молоком, и с чаем, и на завтрак, и на ужин, и на перекус, на полдник. Друзья, замечательные булочки, отличный рецепт, удачный, красивый. Начинку можете сделать по своему вкусу. Какие они аппетитные. Готовьте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки за такие чудесные мягчайшие булочки. Какие они аппетитные. До свидания. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы к вам пришло уведомление. До новых встреч. Пока-пока.